Впервые кроссовер Way VV5 представили в 2017 году, и практически сразу новинка появилась в продаже на территории Поднебесной. Нельзя сказать, что авто произвел фурор, но автолюбителям он определенно приглянулся. Сразу напомним, Way – это премиум бренд компании Great Wall, который во внутренней иерархии стоит выше марки Haval, также изначально нацеленной на премиум сегмент, но в итоге вышедший в массы. Сегодня мы решили повнимательнее взглянуть именно на младшую модель VV5, которую по праву нередко называют роскошным Great Wall в малом формате. Но если вас заинтересовала данная марка, то на нашем канале уже есть обзор про VV6, ссылку вы сейчас видите на экране. А мы начинаем. Внешне новинка получила стильный дизайн, демонстрирующий идеальные пропорции соотношения размеров кузова и колес. VV5 имеет длину 4462 мм, ширина его составляет 1857 мм, высота 1638 мм, а колесная база 2680 мм. Высота дорожного просвета у VV5 достигла 170 мм. Передняя часть Way VV5 выделяется открытой центральной решеткой радиатора с эмблемой по центру, дополненную более массивной нижней. Вставки решеток заметно отличаются. Верхняя имеет сетчатую ромбообразную вставку, а вот нижняя обзавелась выемками прямоугольной формы. Самой грозной в дизайне авто выглядит оптика. Она светодиодная с выраженными линзами квадратной формы, дополненными по контуру встроенными LED ходовыми огнями. Особенно стильно подобное сочетание смотрится в темное время суток. Оптика напоминает глаз дракона, а черный фон придает ей объем. Последнюю точку в дизайне передней части Way VV5 поставил капот. Он ложится поверх передней оптики, но при этом в стык с боковыми крыльями. Основой для китайского авто Way VV5 послужили 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 235/60 в базовой комплектации. Разобравшись с экстерьером Way VV5, рассмотрим кроссовер изнутри. Передняя панель, можно сказать, бедная по функционалу, но с другой стороны многие детали перенесли на дисплей мультимедийной системы на 9 дюймов. Основой для мультимедийки послужила фирменная платформа Baidu CarLife, хотя также параллельно доступна Apple CarPlay. На борту авто числится точка доступа Wi-Fi, мобильная связь стандарта 4G LTE, беспроводные зарядки и прочие современные плюшки. Сразу под дисплеем расположилось 3 круглых воздуховода, еще пару воздуховодов по сторонам торпеды. Из декоративных элементов можно отметить горизонтальную ступеньку с глянцевым покрытием и кнопку старт-стоп двигателя. Намного функциональнее получился центральный тоннель Way VV5. В самом начале расположилась панель управления климат-контролем, несколько кнопок систем безопасности и комфорта, а также управление подогревом и обдувом сидений. Рычаг трансмиссии один для всех комплектаций, поэтому вокруг расположили немало других кнопок. Это электромеханический ручник, шайба управления подвеской, системами безопасности. Первый ряд сидений получил массивную боковую поддержку, высокие спинки и регулируемые подголовники. С функционала стоит отметить электропривод регулировки, память водительского сидения, подогрев и обдув. Все комплектации, за исключением базовой, получили кожаный салон. В базе он обшит качественной тканью. Рулевое колесо Way VV5 заметно похорошело. По стандарту установлены функциональные кнопки, которые можно регулировать по высоте и глубине. Что касается подвески Way VV5, то здесь обычный классический вариант. Спереди установлены стойки Макферсон, сзади двухрычажная независимая подвеска. Тормозная система весьма неплохого качества. Спереди и сзади установлены дисковые вентилируемые тормоза, при этом ручник во всех комплектациях электромеханический. Под капотом VV5 или 1.5 или 2-литровый турбированный бензиновый двигатель. В первом случае мотор обеспечивает 171 лошадиную силу, во втором 227 лошадиных сил. Максимальная заявленная скорость 190 км в час. Расход топлива при этом не превышает 7 литров на 100 км при смешанном режиме. КПП безальтернативная 7-ступенчатая 10.
максимальный крутящий момент составляет 287 ньютон-метров, что весьма конкурентно. Что касается стоимости, то приобрести автомобиль можно, начиная от 1 миллиона 380 тысяч рублей. Это эквивалентно 18 860 долларов. И это все за такую комплектацию. На этом все. Спасибо, что были с нами. Если данное видео вам показалось интересным, то рекомендуем подписаться на наш канал.